Сделано ли это только из написанного вручную скрипта в Роблоксе? Может быть, ведь в этом видео я буду показывать и объяснять весь процесс постройки вполне адекватных и разных в принципе моделей, опираясь только на возможность скриптинга в Roblox Studio. Для постройки я не буду использовать встроенный редактор Roblox и другие программы типа блендера, все только через строки кода. А после каждой постройки я буду просить оценку качества у неподозревающих людей и просить нейросеть сделать постройку на ту же тематику, что сделал я. По сути, что нейросеть, что я обладаем теми же возможностями. Скриптинг. Разные сложности в каждом типе моделек точно будут. Ну а вместе с этим я также постараюсь вам объяснить, как все работает и каким местом я думал, пока делал видео. Спойлер может быть головой. Вот смотрите, это только что созданный объект типа парта. Парт это и есть наш объект. Если присмотреться, то можно заметить, что он по текстуре немного похож на плесень, либо же на так называемый аспергиллус. Но нет, это материал пупырчатого пластика. Это база, но ее можно изменять как угодно. Из таких партов создаются многие модели в Роблоксе, в том числе и очень высокого качества. Я сам таким увлекался. Загвоздка в том, что у партов есть характеристики, типа позиции, цвета, поворота и в целом все, что поддается настройке. По-хорошему, это делается инструментами внутри студии, но я откажусь от такой простой затеи и буду пытаться грамотно все сделать через скрипт. То есть да, у нас будет пустой плейс, а когда будем играть, то все будет построено. Чтобы все было честно и интересно, я исключу возможность ставить парты и буду прописывать все характеристики благодаря своему шестому чувству, которое я тренировал все это время, а не просто брать и копировать данные из уже построенной модельки. Было бы хитро, но не интересно. Так что давайте я создам скрипт и сделаю здесь функцию постройки. Так и назову build, чтобы ее можно было по желанию удобно активировать, что я и буду делать. В этой функции я создаю тот самый базовый парт, используя специальную функцию создания объекта. В кавычках как раз и указывается тип объекта, то есть парт. Далее я меняю ему цвет на какой-то рандомный, просто так, и что важно, закрепляю его, чтобы он не обладал хаотичной физикой при спавне. Немного подумав, я создал объект типа модели в этом же скрипте, куда буду складировать все созданные парты. Таким образом, все созданное будет в одном объекте. Это весьма удобно и полезно для нашей задачи. Если запустить игру с этим скриптом, то у нас появится зеленый парт. Или нет, что? На самом деле он есть, и он не невидимый. Просто я не прописал ему позицию, и он появился на нулевых координатах. В общем, задумка работает, а значит можно начинать что-то более масштабное. Дабы было интересней, я попросил у друзей дать мне идейки для постройки чего-либо в Роблоксе, но не разглашая им главной сути. Мне загадали статую черепашки. Ну и все, значит это надо сделать. Я захожу обратно в скрипт и меняю цвет этого парта на темный, а также применяю ему материал бетона. Немножко на рандом делаю ему квадратный размер, и мы видим это. А это должен быть фундамент статуи. Как видно, под картой оно тоже есть. Но это уже мелочи, выглядит нормально. Я создаю следующий объект, который должен быть самой черепашкой. Честно говоря, строить партами живых существ это сущий кипятком ад. Так и по трудозатратности, так и по качеству. Просто посмотрите, как это делается партами. Так что я допустил себе возможность взять текстуру черепашки из открытого доступа. Возьму только саму текстуру. Тем временем в скрипте я создаю не просто парт, а mesh парт, который поддерживает подобные модельки. Благодаря шестому чувству я настраиваю размер и позицию, а также в самом начале меняю текстурку пустого парта на черепашку. Но мы тут ничего не видим. Скрипт сломался на моменте попытки смены текстуры через скрипт. Походу, текстуру так не поменять в скрипте. Или можно? Вообще-то можно, но это нужно делать немного другим способом. А точнее, сделать другого типа объекты. Что я и сделал, в принципе. Теперь у нас появляется сухопутная черепашка из скрипта. Я довольно забавно корректирую ей размер и позицию. Координаты составляются по осям X, Y, Z, а единица размера является одним стадом в Роблоксе. Это такой вот квадратик маленький. Переводится как шпилька через переводчик. Короче, это квадратик. Черепашку я все-таки сделал темный и убрал ей скин, чтобы сделать вид, типа это реально какая-то скульптура. Напоминает даже реальные референсы статуи черепашек из реальной жизни. Игра все больше похожа на реальность. Постройка до сих пор выглядит немного пустоватой, так что я решил сделать ей текст. А это будет довольно сложно. Так что я немного подсмотрел составляющие таких объектов у текстовой таблички из открытого доступа. Я ее позже удалю и не буду использовать вообще. Что ж, в скрипте я создаю новый парт, на котором и будет висеть текст. Он спавнится немного не в тех местах, но это легко исправимо. Если, так сказать, нащупать базу и направить объект в ту сторону, которую нужно. Смотрю, какая-то здесь сторона парта видна, и это вообще оказывается левой стороной, кто не знал. Я вот тоже не знал. Эти знания нам нужно будет использовать в скриптинге. Я создаю плашку интерфейса на левой стороне этого парта, а затем и текст в этой плашке. Все это выглядит очень, честно говоря, по-нищему. Так что давайте это исправлять. Я изменил цвет и размер текста в том же скрипте, а еще сделал понятный текст «Великая черепаха», либо же на английском «The Great Turtle». Но возник странный баг и неприятный. При запуске этот текст не видно совсем, а если нажать на него в этой табличке во время игры, то появится. Я довольно долго думаю, как это можно исправить. Меняю разные опции текста, но ничего не помогает. Возможно, морально бы помог ваш лайк с подпиской. Так что жду от вас чуда. Я даже подумал, что нужно стать нищим и отключить богатый текст, так называется rich текст, чтобы это исправить. Но даже это не помогло, обнищание не помогает, так что меня развели на деньги. В итоге помогло то, что в скрипте я указал нужный размер для текста, иначе он по
умолчанию был нулевым. Довольно странно, но это имеет логику. Так что давайте я скину эту постройку ничего не подозревающему другу и узнаем его оценку. А пока я спрошу у нейросети такой же скрипт, который построит статую черепашки из скрипта. С момента моего прошлогоднего видео нейросети значительно продвинулись, так что должно что-то работающее выдать. Скрипт выглядит вполне правдоподобно. И как видно, здесь есть объект зеленой черепашки, уже звучит мило. Вставляю скрипт в игру немедленно, запускаю и пахнет каким-то обманом. Здесь ничего нет и даже ошибок в консоли нет. Я почти сразу понял, в чем соль, и дописал в конце этого скрипта, чтобы объект появлялся в игровом мире, а не просто остался в закулисье, лол. Что ж, теперь все должно сработать. Вы бы слышали, как я ржал, увидев ту самую черепашку и фундамент статуи из скрипта. Жалко, что микрофон не записывал. Очевидно, что нейросеть справилась крайне плохо, и в этом плане я выиграл уж точно. Однако за эти 2 месяца, пока я делал ролик, появились нейросети намного круче. Тот же самый, например, GPT-4 Omni, который сейчас бесплатный. У него даже есть своя база специализированных чат-ботов, которые создают сами пользователи. И я нашел бота по Roblox Studio на основе этого самого чат GPT-4 Omni. Так что я дал ему примерно такой же запрос, но дал немного уточнений. И получил скрипт уже намного больше, чем от предыдущей нейросети. В итоге этот скрипт создает вот такую вот черепашку, что даже удивило меня. Единственное, что здесь напрягает, это неправильный фундамент с текстом. Но если нейросеть это исправить, что, наверное, несложно, то можно было бы даже сравнивать это с моей постройкой. Внезапный вопрос. Ответьте правильно, что на этой постройке нейросеть попыталась сделать. И к слову, над этим шедевром постарался чат GPT-4. А правильный ответ — это компьютер. Лайк, если похоже. Друг до сих пор не отвечает, так что я иду спрашивать его оценку в голосовой чат Дискорда, в котором я его и подловил. Пожалуйста, сейчас оцени быстро то, что я тебе скинул в ЛС, ты просто так не ответил. Ну господи, ну чё за... Не, вообще хорошая, да, нормально. 10. 7 ставлю. Мой Discord сервер есть в описании. Несмотря на простоту, он оценил ее хорошо и даже совсем не понял подвоха. Что ж, подвох он узнает, смотря это видео. Привет. На саму эту модельку я потратил около получаса, хотя в нормальных условиях это заняло бы максимум 3 минуты. Сразу говорю, следующее задание будет еще более геморным. И идейку мне подсказал уже другой человек, точно так же не зная контекста происходящего. Мне сказали построить кружечку с заваркой, и знаете ли, форма модельки уже заранее более требовательная и сложная. Во-первых, нам нужен не просто квадратный парт, а желательно цилиндр, который можно сделать во встроенном движке Роблокса, но его нельзя создать через скрипт. Ну, вообще-то можно, но я не доглядел, пока искал об этом информацию. Это стало серьезным ударом по будущей модельке, но это не сломило меня. Я проверяю в интернете, возможно ли воспроизвести операцию Union через скрипт. Кто не знает, это функция для продвинутого билдинга в Roblox Studio. Она умеет делать подобные вырезы и объединять парты, я ей часто пользовался. Естественно, это точно так же делается вручную в движке, но суть эксперимента в исключительном скриптинге, то есть в мазохизме. И да, вроде как воссоздать такой функционал через скрипт вполне можно. Это мы и проверим чуточку позже. А пока я скопировал скрипт на статую черепашки и начал ее сильно изменять. Ну, короче, перенес сухую базу, на которой начал работу над новой моделькой. Естественно, начинаю с самой кружки, а не с заварки в ней. Это такой же цементный куб, но уже других размеров и пропорций, а также он перекрашен. В нем я и собираюсь проделать дырочку, для чего подготавливаю уже второй парт, который послужит удаляющим пространство компонентом. Примерно так это должно будет выглядеть, но пока я не знаю точно, как это можно вообще воплотить через скрипт, надо читать. Я штудирую документации и форумы в интернете, и через несколько попыток мне удается сделать Union. Это было не очень сложно. Я сделал новый парт, перекрасив его в другой материал и цвет, и получилась заварка внутри. Это точно такой же куб, но другого цвета и материала. Ну а теперь немножко ада. Это скрафтить ручку для этой чашки. Это будет мучительно, учитывая мои условия. Но, допустим. Для этого мне потребовалось создать 3 новых парта, и чтобы все было хотя бы немного симметрично и ровно, мне пришлось проделать математику в голове, чтобы нормально считать расстояние в координатах. Материал и цвет у ручки такой же, как и у остальной кружки. В целом выглядит неплохо. Для идеала надо было бы все скруглить, но учитывая невозможность создать цилиндр, эта задача почти невыполнима. Давайте теперь же я спрошу у нейросети скрипт на эту же постройку, а потом скину на оценку свою постройку тому человеку, что и загадал вещичку. Что ж, мы получаем скрипт снова сильно короче, чем он у меня, так что ожидаем понос. И знаете, это еще хуже. Нет, здесь не один парт. Я немножко подправил скрипт, и он теперь работает как надо. И смотрите, оно светится. А черное внутри текстурки — это заварка. Классно? Я вот так не думаю. Очень сильно напоминает ситуацию с черепашкой, но здесь это выглядит еще более беспомощно, жалко, глупо. Даже близко не кружка. Видимо, плохую нейросеть для видео выбрал. Так что давайте это исправим. И обратимся к нашему местному боссу в This Gym. Только он не осилил мой запрос, и все вылетело. Но это не проблема, если не считать итоговый фуфлыжный скрипт, который выдал достаточно критические ошибки в консоли. Их фиксить я не стал,
мало, поэтому понижаем запросы, а соответственно и ожидания. Но даже так на выходе получаем какое-то недоразумение. Он здесь все попутал, кажется. Ни в какое сравнение это не идет, к сожалению, но попробовать стоило. Вполне возможно, могло бы выйти что-то лучше. Что ж, мне ответили, и этот ответ меня вполне обрадовал, даже улыбнул. Все понравилось, кроме остроты кружки, о чем я и говорил ранее. Если проще говорить, то задача удалась. Никто даже и не понял, что где-то подвох. На постройку же у меня ушло около получаса, включая поиск информации. С этой моделькой кончили. А теперь я буду строить пирамиды Хеопса в Роблоксе. То есть да, буквально пирамиды из скрипта. У меня сразу появились предположения, как это можно воплотить. Умный в гору не пойдет, умный эту гору создаст. Я снова создаю новый скрипт на базе старых, где создаю фундамент пирамидки. Но суть в том, что я буду прописывать не вручную каждую ступеньку, а через хитрый цикл. Немного сложно будет объяснить вам, если вы не знаете, но я создаю цикл из 15 срабатываний. То есть определенная функция срабатывает 15 раз. И каждое срабатывание размер нового создаваемого парта уменьшается, а также он поднимается ввысь на 1 единичку. Таким образом, пирамида будет строиться снизу доверху. Капец, наверное, душно рассказываю, поэтому давайте ближе к делу. Как видно, пирамидка построилась, но она чуточку левитирует, что легко исправляется. Для разнообразия я также окрашиваю новосозданные парты в рандомный цвет, буквально в рандомный, и делаю материал песка. Скрипт по итогу вышел самым коротким и понятным из всех, что был написан в видео, и пирамидка это буквально за пару минут наскриптилась, что вполне хорошо. Что ж, справится ли нейросеть с такой же задачей? Полагаю, что либо да, либо она снова пернет в лужу. Собственно, эту лужу нам и показывали ранее, сплошное разочарование. Короче, спрашиваю скрипт и вставляю его в Roblox Studio, и получаем мы весьма неоднозначный результат. Не совсем то, что мы просили, но это и не лужа, как раньше. Считаете ли вы этот результат успешным? Но что я знаю точно, так это то, что нам нужно обратиться к более успешной нейросети. Формируем запрос как можно точнее, и на выходе получаем неработающий сгусток кода. Поэтому я понизил требования в своих запросах, и она нам выдала такую вот необычную пирамиду. И как я понимаю, это не фича, а баг. Да и скрипт получился длиннее, чем мой. Поэтому побеждаю, наверное, я, имея некоторый перевес. Внезапный вопрос. Над этим куском искусства постарался человек или нейросеть? Ответ вы узнаете где-нибудь в комментариях с догадками. А точный ответ находится у меня на Бусти и Патреоне со всеми скриптами из видео. Заходите на мой активный телеграм-канал. На ютубе у вас должен стоять лайк и подписка, а в Discord тоже можете зайти. Великое спасибо этим спонсорам, которые держат меня на плаву. Но, кстати, интересный факт, не все из них досматривают до этого момента и не видят себя. В любом случае, спасибо им большое. И лично вам тоже спасибо. Удачи!